Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Новый год все ближе, дней остается до него все меньше, и с каждым днем наше желание испечь что-то интересное, необычное возрастают. Хочется порадовать себя, хочется удивить гостей, хочется, чтобы праздничный стол был нарядным, красивым и необыкновенным, индивидуальным. Сегодня я предлагаю вам испечь новогодний праздничный хлеб. Сейчас я вам его покажу. Поместила его на лопату для выпечки, чтобы проще было вам показывать. Это хлеб в виде елочки, состоит он из отдельных сегментов, таких булочек. Очень воздушное, нежное, бриошное тесто, я уверена, что оно вам понравится, нежнейшее, подойдет совершенно к любым закускам, к салатам. И самое интересное, вы можете сделать целую игру из этой елочки, если в каждую булочку вовнутрь положите разную начинку и загадаете желание. Можно положить вяленые помидорки, кусочки сыра, оливки, да все что угодно. Все, что вы можете придумать, заверните в эти булочки и устройте игру, лотерею со своими гостями. Сейчас мы приступим к рецепту. Не забудьте поставить лайк, эта красота этого достойна. Смотрите, у елочки есть ствол и веточки, ярусы. Остается ее, может быть, украсить каким-нибудь соусом, зеленью посыпать, но это уже на ваш вкус. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мои видео, подпишитесь на канал, чтобы и дальше печь такую красоту и оставаться вместе в новом году. Давайте приступать. Итак, начнем сейчас замес теста. Понадобится, естественно, пшеничная закваска. Она у меня покормлена несколько раз. Сейчас на пике, видите, какая хорошая, как раз созревшая. Сливочное масло. Желтки у меня пастеризованные остались от панеттоне. Если у вас нет желтков, можете взять одно целое яйцо. Также сахар, соль, ну и пшеничная мука высшего сорта и, конечно, вода. Либо молоко, если вы хотите. Но я буду брать воду. С водой будет полегче. Будем готовить тесто по принципу и наподобие бриоши. Берем 40 граммов сахара, вливаем 200 граммов воды, размешиваем сахар с водой. Можно растворить полностью, можно слегка растворить, то есть сахар уже пошел на растворение, и этого в принципе достаточно. 70 граммов желтков, либо одно целое яйцо. На желтках будет воздушнее. Перемешиваем венчиком еще раз. Добавляем пшеничную закваску 100% влажности, 185 граммов. И 480 граммов муки пшеничной высшего сорта. Ставим на замес. Ставлю на время 10 минут и на минимальную скорость замеса. Через 10 минут тесто замесилось. Снимаем его с крюка, отделяем его от дна. И даем ему постоять минут 10. Делаем небольшую паузу, чтобы клейковина расслабилась. Через 10 минут паузы добавляем сливочное масло. Часть взвесила всего 100 граммов. Здесь примерно граммов 25. Начинаю замес на минимальной скорости. И как только эта часть масла впитается, добавлю следующий кусочек. Через 5 минут замеса мы видим, что впиталось все масло, поэтому добавляем еще часть масла и продолжаем замес точно так же. Еще через 5 минут впиталась следующая порция масла и добавляем еще кусочек, остается еще один. И еще через 5 минут всыпаем 8 граммов соли. Лучше, если соль мелкая, она быстрее впитается в тесто. И бросаем последний кусочек масла. Замешиваем до полностью гладкого теста еще примерно 5-7 минут. Под конец замеса видим вот такую вот прекрасную картину. Тесто абсолютно все собралось в единый шар, в единый ком. Отделяется от стенок, оставляет чашу миксера чистой. И домешиваем оставшуюся минуточку. Тесто полностью замесилось, я решила оставить его в чаше миксера на брожение, не буду перекладывать. Закрываю пленкой, оставляю при температуре плюс 23 на 3 часа. Через 3 часа брожения теста на новогодний хлеб возвращаемся к нему. И сейчас нужно взвесить тесто, чтобы его поделить на равные части. Подсыпаем муку на поверхность. Подсыпаем на стол. Здесь у меня порезанные кусочки моцареллы. Можно моцареллу, можно адыгейский. Сейчас расскажу зачем.
Вытаскиваем тесто. Хорошо активно оно бродит. По 35 граммов буду делить. И начинаем делить тесто на кусочки. Не слишком увлекательное это дело, пока выключу камеру. Итого у меня 30 кусочков по 35 граммов. Теперь нужно каждый округлить. Это предварительная формовка, потому что есть обрезки, кусочки. Сильно здесь мы не упираемся, просто придаем аккуратную круглую форму такой круглой булочки. Все 30 штук нужно округлить. Скатала все заготовки, пока докатывала последний. Первый уже, в принципе, готовы к формовке. И я уже показала, что здесь у меня нарезаны кусочки моцареллы. Я взяла только сыр. Можно взять сыр, оливки, вяленые томаты, грецкий орех. Придумайте сами все, что угодно. Хоть рубленую зелень. И можно сделать такой, скажем, хлеб, булочки с сюрпризом. Загадайте значение каждой начинки. И потом, когда вы будете открывать булочку, каждый едок будет знать, к чему эта начинка. Да? Закатали сыр вовнутрь, и булочка сформована. Закатайте туда оливку, закатайте вяленую сливу или помидоры, можно зелень, и будут булочки с сюрпризом. И так формуем все булочки. Сформовала все элементы нашего новогоднего хлеба, все булочки. Берем противень, засланный пекарской бумагой, и выкладываем первую горизонталь. По центру кладем одну булочку и по сторонам от нее, близко к ней, кладем еще. Всего в линию должно получиться 7. Вот как раз у меня по ширине помещается. Вот, поместилось 7. На следующей линии у нас будет 6. То есть мы кладем в шахматном порядке. Кладем довольно близко друг к дружке. Небольшие зазоры оставляем, но совсем небольшие. Дальше 5. Снизу положим 2. Это будет ствол нашей елочки. Здесь 4. Здесь 3. 2. И в самом верху 1. Все. Получилась такая елочка. Здесь можно положить полотенце. И здесь можно тоже положить полотенце, чтобы ограничить их от расползания. Сейчас мы так и сделаем. Скатываем валик из полотенца. Не нужно, чтобы давило на булочки. Просто аккуратно рядом положить, и этого будет достаточно. Так, теперь нужно чем-то накрыть. Можно взять какую-то пластиковую коробку. Можно контейнер, а можно вот так вот. Сейчас только посмотрю, что у меня там все-таки приминается. Приминается. Мне вот это не нравится, что здесь приминается. Тогда я сделаю... В общем, поскольку полотенце у меня приминает, а я этого не хочу, у меня остались втулки от бумаги или от фольги, я уже не помню. Я их сейчас отрезаю и буду использовать эти картонные втулки. Ну и вот так. То есть не нужно, чтобы эти ограничители давили на булочки, просто они должны лежать рядом, и чтобы они не давали булочкам расползтись. Здесь вот еще покороче сделаю, чтобы не приминать булочки в основании, чтобы они в них не упирались. Вот так. Пусть будет зазор сантиметр, и будет тогда хорошо. Вот, все. Все, оставляем так. Берем пищевую пленку, смазываем ее растительным маслом с той стороны, которая ляжет непосредственно на булочке. Это избавит булочки от прилипания. Накрываем пленкой, расправляем ее хорошенько, чтобы у нас не осталось воздушных зазоров. Чуть-чуть запустите туда воздух, сделайте свободно, чтобы пленка не была натянута. Вот теперь все. Теперь можно спокойно оставлять на расстойке. Сейчас у меня 8 вечера. Я ставлю на всю ночь на расстойке. Комнатная температура сейчас плюс 22 градуса. Наступил следующий день. Я уже заглянула.
Картина вот такая, примяла немножечко. Самое главное, чтобы сейчас пленка хорошо снялась, но я постараюсь аккуратно ее снять, чтобы не повредить заготовки. Очень сильно расстоялись, они прям прозрачные на поверхности. Все, вот именно для этого мы смазываем пленку маслом, чтобы потом можно было снять. Вот здесь даже лопнул. Ну ничего страшного. Так, нужно убрать картон. Видите, благодаря этим трубкам не расползлись булочки. Очень-очень сильно надулись, конечно. Очень воздушные. И теперь остается смазать желтком и выпекать. Духовку я уже включила на прогрев на 180 градусов. Достаточно для смазки будет одного желтка, либо я вот так из бутылки наливаю немного желтка. Сверху буквально 1 столовую ложку теплой воды. Я прям из-под крана фильтрованной воды наливаю. Ну все, дальше смазываем по поверхности. Огромнейшие пузыри. Это в том числе и за счет сыра, потому что вокруг начинки всегда образуется небольшой воздушный карман. И потом такая может быть пустота. Посмотрим, что будет после выпечки. Моя прекрасная елочка намазана, и отправляю ее выпекаться при температуре 180 градусов. 25 минут выпечки, и наша елочка готова. Очень красивая, румяная. Если сомневаетесь, проверьте температуру мякиша. Должно быть 94 градуса внутри. Снимайте аккуратно. Не обожгитесь, потому что все очень горячее. Конечно, для этого нам бумага очень в помощь. Бумага у меня силиконизированная, поэтому очень легко вынимается. Можно ее использовать повторно. А елочку оставляем остывать. Сейчас переложу на решетку. Взяла 2 решетки, потому что крупная елочка. И вот так выкладываем. Все, даю полностью остыть. Если вы хотите, можно сделать чесночное масло с зеленью, намазать чесночной намазкой, посыпать зеленью. Будет очень красиво и вкусно. Можно сделать это сейчас, можно непосредственно перед подачей. Можно отдельно сделать пиалушку с чесночным маслом, и желающие будут отламывать, макать чесночное масло и есть такой приправой. Сейчас оставляю остывать, и позже будем дегустировать. Ну что, друзья мои, хлеб елочка новогодний остыл. Я уже сказала, соусы делайте на свой вкус. Честно говоря, даже жалко его повреждать. Естественно, резать я его не буду. Буду отламывать. Сейчас посмотрю, чтобы навелся фокус. И отламываем. Смотрите, какая нежнейшая, прекрасная булочка. Самую вершинку отломала. Внутри сыр расплавился. Очень вкусно. Текстура мякиша, как у бриоши. Очень волокнистая, нежная, мягкая. Тончайшая кожица. Видите, какой золотистый он и снизу, и сверху. Пропеченный в самый раз. В общем, я уверена, что такой хлеб на новогоднем столе будет и украшением, и лакомством. Может стать замечательной игрой, угощением для вашей семьи и гостей. Пеките этот хлеб. Пишите свои отзывы и подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Здесь мы говорим о хлебе, учимся печь, разбираем и придумываем новые рецепты. Продолжим с вами печь, испечем еще много всего интересного.